Если вы любите плавать, то запомните очень полезный способ восстанавливать выносливость, если она у вас закончилась под водой. Просто приберегите деревянный стул, поставьте его и сядьте. Тогда ваша выносливость с легкостью восстановится. Когда вы съедите редкий цветок, то все ближайшие к вам существа, кроме прирученных, нападут на вас. Это может помочь при приручении, если вы хотите заманить какого-нибудь Дина в ловушку. Острый ягодный суп. Увеличивает скорость на 25% в течение 15 минут. Боевой тартар может увеличить скорость на 50% в течение 3 минут. А болотная лихорадка хоть и уменьшает ваши характеристики, но увеличивает скорость на 20%. Вы можете менять панель быстрого доступа, удерживая клавишу Q. Помповое ружье в режиме от третьего лица перезаряжается намного быстрее, чем в режиме от первого лица. Если у вас заканчивается выносливость, то в лежачем положении выносливость персонажа будет восстанавливаться намного быстрее. Можно съесть стимберри для восстановления выносливости, но тогда вода уменьшится. Панель быстрого доступа при использовании любого оружия, для которого требуются боеприпасы, позволит вам поставить любой обвес или даже сменить тип боеприпасов. Это очень удобно, просто удерживайте клавишу R. Если кто не знал, то в игре очень быстро портится мед. Если вы хотите продлить срок его существования, создайте удочку и посадите на нее мед. Он будет бесконечно храниться в ней и не будет портиться. Выдра способна хранить в себе все виды артефактов. Она поможет вам избавиться от многократных походов в пещеры за артефактами. На ранней стадии выживания бывает трудно найти металл. Попробуйте сломать речные камни. Хоть и не в большом количестве, но с них будет выпадать металл, но с наибольшим шансом, чем с обычных камней. Отслеживание рецептов. Это достаточно удобная функция. Она позволяет увидеть, что не хватает на тот или иной предмет, чтобы его создать. Зайдите в инвентарь, нажмите правой кнопкой мыши по нужному предмету, который вам необходимо отследить. Овес является очень полезным существом в Арк, так как из него можно получить много полезных ресурсов. Дождитесь, пока ваш овес получит много очков опыта, а затем прокачайте ему только здоровье. Чем больше здоровья, тем больше ресурсов из овеса выпадет. Терезина очень хорошо собирает из овеса все необходимые ресурсы. Шкуру, кожу, баранину. Но, конечно, бензопила намного лучше. Но она еще не вышла. Аргентавис — это универсальное существо, которое способно хватать и перетаскивать небольших и совсем маленьких динозавриков. Также самых маленьких дина он может взять в рост. Диатон очень полезное животное в игре, чтобы лечить динозавров, но вы, наверное, слышали или знали, чтобы что моментально восстановить. Положите в него много мяса и улетите от него на среднее расстояние. Затем вернитесь к нему, и вы увидите, что какая-то часть еды восстановилась. Это уже зависит от того, насколько много мяса вы в него положили. Первосортное мясо намного лучше. Навык изготовления — это не бесполезная способность в игре. Он позволяет быстрее крафтить ресурсы в инвентаре, а также улучшить характеристики изготовляемых предметов с рандомным шансом. Но помните, чем больше навык изготовления, тем больше шанс улучшить характеристики предметов. Тоник амнезия — действительно необходимая вещь в игре. Данный тоник позволяет сбросить все очки способностей только с твоего персонажа. Этот тоник поможет перекрафтить любой ваш навык на любой ваш вкус и цвет. У данного тоника есть перезарядка. Вы когда-нибудь плавали в океане с вашим ездовым Дином и видели, что когда вы слезаете с него, то он всплывает? Чтобы это предотвратить, просто присвистите его за собой. Если вы сядете на пассажирское сиденье седла Топижара, то вы сможете использовать любое оружие. Это сможет помочь вам, к примеру, приручить Кетцеля. Просто свистните Топижару в том направлении, куда вам нужно, и стреляйте с винтовки в Кетцеля. Мед гигантской пчелы может послужить вам приманкой для существ. Также эта приманка может ненадолго утихомилить Литсихтиса, который хотел сломать ваш плод. Туалет поможет вам создать удобрение и получить опыт. Просто смойте ваше добро в унитаз и получите заветное удобрение и опыт. И также, если вы положите кучу мяса в унитаз и смоете, то получите кучу продуктов. Мяса. Пояс с факелом и седло с факелом. Чтобы прикрепить факел к персонажу, при его использовании щелкните правой кнопкой мыши. Или вы сможете зайти в инвентарь, щелкнуть по факелу правой кнопкой мыши или установить его таким образом. Факел можно прикрепить на любое седло динозавра. Если у хищного Дина мало здоровья и вам срочно нужно его исцелить, найдите любого другого динозавра, убейте его и поднесите тушку к приручаемому Дину. Тогда он ее съест и немного восстановит хп. Также вы можете сыграть роль исцелителя и отдать себя на съедение. Тогда он тоже может восстановить хп.
ПВП. На верхушке и подножье горы Синего Обелиска есть много обсидиана, который можно легко добыть в начале игры, без особых усилий. Метки на карте. Чтобы поставить метку, зайдите в карту и щелкните по ней 2 раза левой кнопкой мыши. Тогда вы сможете поставить метку и даже переименовать ее, как вам захочется. Чтобы отследить ваше существо, удерживайте кнопку Е и, как показано на видео, сделайте вот так. Тогда ваше существо будет отслеживаться. Чтобы поставить любую временную метку, нажмите среднюю клавишу мыши или удерживайте ее для особого меню. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваше существо перестает собирать предметы с диких существ? Это зависит от вашего веса и веса динозавра. Если он превышает 50%, то существо перестает собирать предметы с убитых дино, и они оставляются в мешочках на земле. Прокоптодон отличный помощник для выращивания ваших детенышей. Если прокоптодон получил эффект разнополости, то детеныши в его сумке получают меньшее потребление пищи и двухкратную привязанность. В камине можно приготовить мясо. В игре появились дикие детеныши, и если вы убьете одного из их родителя, а точнее всех родителей поблизости, то вы сможете заклеймить одного из детенышей. Из обычной стены вы сможете сделать потайную дверь, которая будет вот так вот открываться. Но у нее меньше прочность. В обычном тег-трансмиттере можно запустить любого босса. Вы можете зареспавнить себя в любом месте. Зайдите в инвентарь, щелкните по своему импланту правой кнопкой мыши и нажмите респавн. У этой функции есть задержка плюс-минус 30 секунд. С помощью тег-бинокуляра, обычного или модовского, можно отследить любую живку. Просто щелкните по ней левой кнопкой мыши. В Ark Survival Ascended появилась прочность у седел. Чем меньше у седла прочность, тем хуже оно защищает ваше существо от любых атак. Авирапторы и жуки-скоробеи автоматически собирают нужные им вещи. Авираптор может собирать все виды яиц, которые лежат поблизости. Жук-скоробей может собирать большие, маленькие и средние фекалии, которые также находятся в зоне его достигаемости. Разработчики в Ark Survival Ascended добавили 3 вида телепортов. Теперь есть большой, средний и маленькие телепорты. Разработчики изменили механику с обычными криоподами. Теперь любое дино можно выкинуть из криопода только тогда, когда поблизости находится криохолодильник. Это, как по мне, не очень удобно. Все уже давно знают, что в игре отключена скорость персонажа и дино. Ее можно легко включить в настройках игры. В игре есть консольные команды, которые могут отключить визуальные эффекты в игре. Или наоборот, включить. Чтобы добавить кнопку консольных команд, заходите в настройки игры и, как показано на видео, включите данную опцию. Или же в игре вы можете нажать на кнопку тильда на клавиатуре или обычную букву Ё, если на русскоязычный. У вас снизу на экране подкроется консольная строка, в которой можно ввести любую команду администратора или другое. В игре можно красить любые постройки, а также оружие. Можно красить постройки кисточкой или распылителем краски. Некоторые постройки можно ставить друг на друга, например, резервуар для воды, деревянный ящик, тег-ящик и другое. Ты можешь убивать существ сквозь стены, таким образом, что они даже и не способны тебя ударить. На самом деле, в начале игры это очень полезная фишка. Наплечные существа могут уменьшить вес предметов в своем инвентаре на 50%. Тег-ящик с ресурсами позволяет вам создавать предметы, не выходя из, предположим, тег-репликатора или станка. В Ark Ascended можно создавать свои собственные рецепты в котелке из ингредиентов, которые вы можете добавить в крафт рецепта. Эквусы способны вырубить своей задней атакой любое существо. Также в седле Эквуса можно изготовить лассо, которое поможет вам перетаскивать тушки существ или живых динозавров. Способность бочка на птернодоне можно моментально отменить. Если вы при использовании бочки нажмете на кнопку приземления, это может помочь в ПВП. Дробилка может позволить вам создать из камня кремень, из дерева солому. Жареное мясо является хорошим источником пищи, а также оно немного восстанавливает здоровье. Оно восполнится на 20 единиц голода и 8 единиц здоровья. Тоник здоровья восстанавливает 40 единиц здоровья за 5 секунд. Так пещеру можно легко войти на Кархарандазавре. Это может помочь вам пройти ее с легкостью и без особых проблем. Сильное заявление. В данной области так пещеры можно выбросить Дино из криопода, если у вас включен данный мод. В пещеру с артефактом неуязвимости не так уж и просто пройти из-за ядовитых веществ, которые убивают вас. Чтобы вы не умирали в ней, вам нужен будет противогаз. Если у вас его нет, то вы сможете создать полный комплект скубы и не получать урон от ядовитых веществ.
Если вы висите на крюке кошки, то вы можете переключить тип боеприпасов, к примеру, на обычные стрелы, то вы также будете продолжать висеть. Если вы не знаете, как установить правильно мод на Ark Survival Ascended, посмотрите данный фрагмент видео. В Ark Ascended нет проводки для генератора, а также дополнительных труб для воды. Теперь у генераторов есть своя область, на которой действует электричество. У водосборной трубы есть свой радиус действия, который действует на резервуары для воды, у которых есть также свой радиус действия, в котором можно поставить краны с водой. Теперь все возможные рецепты для изготовления супов и краски появились в промышленной печке. Теперь нельзя смотреть сквозь текстуры через круговую камеру. В инвентаре персонажа появился отдельный слот для чибидина. Факела, каменные стоячие факела или просто лампы можно покрасить в любой цвет. Чтобы изменить или отдалить приближение камеры сидя на Дина, просто удерживайте Alt. При подборе структуры теперь некоторые из них не будут разрушаться, а просто попадут в ваш инвентарь. Генераторы не могут работать под водой. В игре можно включить режим камеры, как показано на видео. Вы можете зайти в любой момент в инвентарь к наплечному животному. В инвентаре у персонажа есть отдельная вкладка с эффектами, у динозавров она тоже есть. После победы над боссом элементы его голова спавнится в отдельном контейнере. Есть интересная фишка с кроватью, которая позволит вам дать видимость, особую видимость. Просто посмотрите. Конструкция, на которой стоит кровать, должна быть вот такой. Затем просто лягте на кровать. В тег пещеры можно залететь на Кетцеле и спокойно пролететь всю пещеру. Интересный факт, органический полимер очень полезная штука, которая заменяет обычный полимер, но он портится. Но только никогда не ешьте его, иначе... В вашем инвентаре можно в любой момент отследить любого вашего динозавра. Даже того, который может быть сейчас находится в процессе приручения. Тут много опций. Вакуумный отсек — это интересная конструкция. Их можно заполнить водой, открывать, закрывать, менять некоторые детали и многое другое. Просто посмотрите. Леоплевродон — это очень полезная дина в Ark. Леоплевродон дает эффект мистического масла для кожи, которое увеличивает редкость и ценность любого открытого вами ящика с добычей. Леоплевродон будет оставаться прирученным в течение 30 минут. Компактные постройки — это очень круто. Они помогут разместить структуры, так сказать, идеально, компактно и не занимая много места. В этом вам поможет колонна. Просто смотрите, как это делается. Данная ловушка поможет вам поймать любого Рекса. Обязательно воспользуйтесь ей в своем выживании.